Салют, people! С вами Химан. Ну что, друзья, посмотрим, есть ли тот обвал цен на видеокарточки, о которых идет речь сейчас в магазинах. И давайте глянем, что там со сроками поставок чипов. Также мельком просмотрим на неожиданный новый графический процессор Nvidia. Глянем, уедут ли Intel и AMD и другие ребятки из России. Посмотрим на отказ Norton и Avast от РФ. Ну а под конец пару слов о игровой индустрии, а конкретно о играх Dead Space, World of Tanks и Pokemon Go. Так, ну, я уже говорил вам о том, что цены на карты падали, а после ужаснейших событий, которые продолжаются сейчас, они вновь улетели до небес. Однако, видимо, ряду магазинов дошло, что никто не будет покупать эту RTX 3090 за 6000, мать его, долларов. Ни тот, кто работает за ПК в тяжелом рендере и монтаже, ни майнер и уж тем более не обычный человек. Поэтому цены на видеокарточки начали дропать, причем на некоторые из них очень существенно. Где-то скидка составляет всего лишь 23%, где-то 31%, а где-то и вовсе 51. Это не кисло, но, кладя руку на сердце, все равно это дорого. Тем не менее, лед барыги уже тронулся и начал таять. Однако не стоит забывать про мой славно известный эффект Сникерса. Тем не менее, RTX 3090 от MSI уже сейчас скинула цены на $890 и стоит 3600 зеленых. Кстати, если что, эта тенденция наблюдается в CityLink. Ну и, кстати, если кто-то из вас смотрел, что там в DNS и на других, кстати, площадках разных стран, обязательно черканите в комментариях, посмотрим тенденцию, потому что я за всем прям услить, но не получается. Тем не менее, далее у нас Nvidia Quadro RTX 6000, которая вообще скидывала с себя 2985 баксов. Для меня это вообще реально какой-то некий шок, потому что, ну кто столько ценник скидывает на 3 куска, блин, зеленых? И как бы там ни было, это будет приятно тем, кто работает с рендером, потому что эта карточка, собственно, для работы и была создана. Дальше у нас есть с вами RTX 3080 Ti, скажем так, условный флагман зеленых для игр. И вот этот гигабайт, он сейчас отдается за 2500 баксов. Правда, прошлая цена была 2760, так что скидос тут небольшой. Но на выходе все равно это меньше, чем RTX 3090, которая, собственно, для большинства и не нужна. Так, давайте еще глянем две карточки от Nvidia, а потом парочку красных. В итоге у нас с вами есть еще RTX 3080 за $2000, а скидка в итоге составляет всего лишь 130 баксов. Не шибко много, да? И RTX 3070, чья цена составляет 1470 баксов, а скидка в итоге 430. Это уже поинтереснее. В общем, я думаю, тенденция с Nvidia вам понятна. Давайте глянем, что там с AMD. Особенно с такими, скажем так, флагманами high-end продукции. Так вот, если мы посмотрим с вами на RX 6900 XT, то сразу становится видно, как с нее слетело 900 баксов, и по итогу стоимость карты составляет $2070. Ну а RX 6700 XT сейчас отдается за полторашку, хотя буквально на днях она отдавалась за 1950, то есть $450 минус. Такие вот нынче дела у нас в Сити. Как вам, ребятки, ценники? Салют, people. Да, получилось выйти на связь хоть в таком формате. Извините за внешний видок и вообще за все, что на канале сейчас творится. Ну, нынче такие обстоятельства. В общем, что я хотел сказать вам вживую. Во-первых, приветствую. Даже как-то приятненько выйти с вами на связь в таком хотя бы формате. И вот что хотел сказать-то. Непонятно, что сейчас будет происходить ни с ютубами, ни с интернетами. Ну, в общем, я не знаю, чего делать. Это касается, видите, вообще всех русскоговорящих, вообще всего СНГ, ну, в общем, не суть. Вот, поэтому мое личное прошение вот уже прям в таком формате. Ребятки, не знаю, что будет с проектом, не знаю, что будет вообще дальше, никто ничего не понимает. Если вам творчество мое нравится, если вам нравится проект Human Vast, и вы хотите, чтобы он и дальше продолжался, и жил даже на условиях вот таких, без оплаты, скажем так, то подпишитесь, пожалуйста, непосредственно на телеграм-канал, потому что там я хотя бы буду понимать, куда там потом нам двигаться вперед или не двигаться вообще. Плюс дополнительная какая-то информация, я думаю, тоже будет там в каком-то таком легком текстовом виде, чтобы больше давать вам новостей, потому что я все равно охватить не могу. Поэтому, если вам не сложно, ребят, буду очень вам там рад. Итак, в истории изменений информационно-диагностической утилиты под названием AIDA Extreme бета-версии появилось упоминание о графическом процессоре NVIDIA GA102F. Ну, то есть, естественно, это графический процессор от Ampere. Но тут сразу вызывает вопросы и неподдельный интерес. Потому что, ну, во-первых, никто уже новых чипов для Ampere не ждал. Зачем? Есть уже даже 3090 Ti, которая вроде как на GA102. И во-вторых, что за буква F? Это косплей Intel, что ли? Их процессоров? И по моей памяти Nvidia такого никогда не учудила. Ну, если я вдруг не помню или ошибаюсь, то вы меня поправьте. То есть, еще раз, ребятки, подчеркиваю, GA102 это
графический процессор, это чип именно для Ampere, который был флагманом в серии RTX 3000 серии. И в итоге получается, что GA102F может быть либо оптимизирован с точки зрения производства версии с обычного GA102 ванильного, либо специальным чипом для каких-то узких задач. Я думаю, правда, это точно не для майнинга, это вообще невыгодно будет, и Nvidia всячески сейчас и ранее типа открещивалась от майнинга. Так что, вероятнее всего, GA102F может иметь отношение к игровой видеокарте от RTX как раз таки 3090 Ti, которую мы ждем уже несколько месяцев. Ну и должна она выйти вроде как в марте, в конце. И вот здесь как раз таки неожиданно для многих и актуально упоминание через бета-версию AIDA 64 Extreme, где вот, которая обновилась по большому счету на днях. И в строке, собственно, и видно вот именно этот графический чип. Очень вовремя получается, да? Теперь немножечко о поставках чипов и дефиците. Смотрите, агентство Bloomberg, о котором мы сейчас с вами говорим, проводит ставшую уже, скажем так, традиционную статистику Susquehanna Financial Group, надеюсь, правильно выговорил, которая имеет отношение к срокам поставки электронных компонентов внутри отрасли. В итоге, по сравнению с январем, когда наметилась тенденция к сокращению сроков поставки, в феврале опять все увеличилось, где-то дня на 3, то есть до 26 недель, по-моему, даже чуть побольше. То есть, вы поняли, да, задержки теперь повыше. Но, с другой стороны, есть и неплохая новость. Сроки исполнения заказов на поставку электронных чипов сейчас не растут так активно, как в том же 2021 году. Ну, а еще с одной стороны, есть новость, которая не очень. Сроки ожидания микроконтроллеров выросли до рекордных 35-36 недель. В то время как силовую электронику придется ждать на 1,5 недели дольше, чем при заказе в том же январе. Так что, вот так вот. Где-то чуть получше, где-то чуть похуже. И для любителей скидок, игр и софта. На сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. Скидки. Бум! Цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему. Вводим ключ, пользуемся. Профит. Все ссылочки в описании. Так, что у нас там по поводу поставки электроники? Ну, по Intel и AMD пока что в плане РФ вроде бы все понятно. То есть обычный сегмент они не трогают, а вот коммерческие ограничивают. То есть пока Intel и AMD на рынке остаются в плане поставок. Но, говоря за других ребят в отрасли, мы знаем с вами вот что. Кто-то просто сейчас остановил поставки, в то время как другие решили пойти еще дальше, начав даже вывозить товары из российских складов. Не совсем понимаю, зачем это нужно, ну вот некоторым из них, потому что если ты уже продал, то, собственно, просто на складах лежит другого государства. Но это, в частности, касается тех, которые, скажем так, туда отвезли и там распродают, еще не продали. В общем, именно против этих товарищей сейчас ввели новый запрет, новый закон, насколько я знаю, который предполагает ограничение на вывоз электроники за пределы России. И в перечне, чтобы вы понимали, примерно 200 наименований, в число которых входит как компьютерное железо, собственно, ноутбуки и смартфоны, так и автомобили, медицинское оборудование и многое-многое другое. То есть, таким образом, если, допустим, завтра там Intel или AMD или Nvidia, ну, Nvidia там вроде еще в тряпочку молчит, решит вывести из РФ уже находящие на складах там процессоры или что-то еще, то сделать это будет нереально. И точно такая же ситуация с другими брендами, которые планировали передислоцировать несколько сотен тысяч ноутбуков на другой рынок. Увы, все, останутся там, пока не продадутся. Во всяком случае, пока что. И как бы там ни было, аналитики говорят, что правительство сможет добиться сразу нескольких целей, ну, правительство Российской Федерации. Во-первых, отдельные бренды предпочтут остаться в России, поскольку осознают невозможность вывоза товара за рубеж. Во-вторых, запасы на складах создадут такую вот подобие подушки безопасности, которая и будет использоваться для перекрытия жизненно важных поставок. Ну, может быть, не жизненно важных, конечно, но тем не менее поставок. Плюс залатывание дыр, пока валюта не восстановится. И да, эксперты отмечают, что попытка перекрыть уход с рынка американской компании пока встречает на своем пути множество препятствий. Вот так подставки, допустим, серверного оборудования из Китая уже идут с наценкой в 50%. А это для российского бизнеса слишком дорого. Такие дела. Далее. На днях Norton и Avast решили последовать за крупными американскими компаниями и полностью прекратить работу на российском рынке. Отдельно также говорится, что все сотрудники в офисах и на удаленке сохранят свои рабочие места, что хорошо для обычного человека, а заработная плата будет выплачиваться в полном объеме. Ну, во всяком случае, на словах пока что. И об этом говорится в пресс-релизе компании Norton LifeLock, которая на международном рынке представляет интересы и Norton, и Avast. И вот, согласно новым санкционным правилам, поставки антивирусного
бесплатного программного обеспечения в Россию и Беларусь приостановлены, а также полностью прекращена техническая поддержка. То есть получается, что больше никаких обновлений антивируса не будет, а купленные лицензии фактически остались без обслуживания. Ну, вероятно, для многих это не проблема, потому что используют поломанные версии, либо там какого-то Касперского, либо еще где-то берут ключи, но тем не менее, а кто-то вообще антивирусы не юзает, особенно если это 10-я винда и выше. Теперь давайте несколько новостей о игровой индустрии. Во-первых, ремейк Мертвого Космоса переносят. То есть первым о грядущем переносе даты релиза сообщил известный инсайдер и работник VentureBeat, имя ему Джефф Граб. В самом подкасте журналист заявил о том, что работа над игрой серьезно замедлилась, а сами разработчики явно не нацелены на выход в 2022 году. Тут уж скорее 23. А на днях еще и официальный твиттер аккаунта Dead Space подтвердил соответствующую публикацию словами инсайдера, вернее, слова инсайдера и разработчиков. И, как обычно, в красивой форме. Короткое видео в фирменной стилистике проекта с надписью Dead Space, который будет доступен в раннем 2023 году. Ну, естественно, космическая станция на фоне неподвижной планеты. Далее у нас компания Wargaming, о которой мы, собственно, не так давно говорили, опубликовала на днях на официальном сайте онлайн-экшена World of Tanks объявление о запланированном к выходу на 12 марта небольшом обновлении. И вот после установки такого апдейта карты Харьков и Минск будут исключены, как из случайных, так и из тренировочных боев, а также из режима типография и турнирных игр. То есть нигде эти карты встретить будет уже невозможно. Ну, думаю, по каким причинам это сделано, вам понятно. Ну и последний на сегодня касается студии Niantic. Я думаю, что для российского сегмента это не столь принципиально, но тем не менее. Эта компания известна в первую очередь поставшей на определенное время, ну, такой феноменальной популярной AR-игре с дополненной реальностью Pokemon Go. Я думаю, вы помните то сумасшествие, когда люди везде там бегали и покемончиков искали. Так вот, они решили присоединиться к параду компаний, покидающей российские и белорусские рынки. И как сообщила недавно Niantic, компания, как и все мировое сообщество, надеется на мир, естественно, и скорейшее разрешение трагедии в Украине. В итоге теперь игры студии, вообще игры все в студии больше недоступны для загрузки, а доступ к самому геймплею будет закрыт в ближайшее время. То есть, я так понимаю, с этих слов, если у вас даже игра была, или если она онлайн, то уже не поиграете. Ну что, друзья, на сегодня у меня для вас все. Спасибо вам большое за поддержку в патреонах и донатах, за ваши комментарии, за то, что продолжаете смотреть. Как там будет далее с ютубом, не с ютубом, не знаю. Поэтому, ребятки, я еще раз вас попрошу, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал. Там будут, скорее всего, доходить еще и дополнительные новости, такие краткие в текстовом виде. Ну и далее будет решаться судьба самого проекта. Как он дальше будет продолжаться или будет вообще продолжаться. Но с вами, как всегда, был Human, и как всегда, кайфовой вам игры.